Бинго! Я выиграл бинго! Смотрите, я выиграл бинго! После 15 кругов по нашему району я нашел наконец-то место, где можно оставить машину под деревцом. Между двумя гаражами. Видно, кто-то только-только передо мной свалил. Так что не забываем, смотрим сегодняшнее видео очень хорошо, потому что сегодня будет очень много интересных всевозможных фактов о нашей крутой жизни в Аргентине. Это просто пипец. Смотрим. Ну что, привет. В доме и в лифте надо в масках ходить. Так что выходим, снимаем, смотрим. Сегодня первый день, что можно ходить как бы на улице без масок в Буэнос-Айресе. Хотя я думаю, что большая половина будет ходить в масках. Сейчас посмотрим. Определимся. Так, только что разбирался с Энкаргадом. Так, там человек в маске. Вот идет в маске. Все, кого пока вижу, все в масках на улице. Это то, что я хотел говорить. У нас народ отличается, от, как говорят, от той стороны. Потому что там все смелые, там все такие. Не наденем на себя намордники, лучше сядем в локдауне и будем сидеть закрытыми. Но мы же не бараны, типа ходить в намордниках. Мы будем лучше сидеть закрытыми, как бараны. А у нас нет, у нас все открылось. Осталось только маски в общественных местах. Но люди и то не стараются, видите, даже еще и не могут привыкнуть, чтобы снять на улице. Вот смотрите, мужик с женщиной тоже в маске. Я иду к машине, мне надо ехать к врачу. Сейчас буду рассказывать по дороге, зачем и что. Но думаю, выйду в первый день, покажусь. Так, там работник в маске, женщина идет в маске. Вот, опустила на бороду, но еще не могут отвыкнуть от масок. Видите, насколько у нас, как говорят, все привыкшие. Мужчина тоже в маске. Ладно, будем машину открывать. Видите, народ, даже когда разрешено, не снимает. Не то, чтобы рассказывать о том, что не надо их носить, когда они нужны. Даже когда можно снять, никто их не снимает. Ладно, будем сейчас ехать и расскажу. Итак, катаемся по Буэнос-Айресу. Ну, дорога-то вам уже, конечно, известная, так что особо ничего нового не увидите. Но ничего, все равно. Все же меняется каждый день. Наблюдаем, как первый день люди снимают маски или нет, когда уже все разрешено. На всякий случай, так, трошки смоем это дело. Вот, и объясню, зачем еду к врачу. А то сейчас начнутся, чего едешь к врачу. Это чтобы тоже рассказать, почему в Аргентине ездят к врачу. Потому чтобы принято здесь так, посещать врача. То есть у меня сдал анализы. Все анализы превосходные. Там, когда ты получаешь отпечатку анализов, тебе есть какая у тебя норма того и сколько она должна быть. Типа от столько до столько. То есть ты сверяешься и ты сам можешь сказать, так, все нормально. Но у нас не принято самолечением заниматься, то есть все нормально, не все нормально. Опять же, как бы врачи тебя наблюдают, смотрят, и раз в году я посещаю, в основном бывает 2 раза в году, когда как что скажет. Посещаю своего терапевта, как бы, который за мной смотрит и говорит, что мне надо делать, какие анализы надо сдать, какие там, допустим, там студию, как это называется, исследования надо сделать. Какой-нибудь там, раз в году то есть после 50 ты, как правило, если ты человек вразумительный, посещаешь врача, просто ездишь на прием, привозишь свои результаты, показываешь, советуешься с ней, что да как себя, так сказать, это, что там еще может назначить, там через несколько месяцев что-то сдать и привезти. Одним словом, вот такое. То есть все анализы у меня нормальные, я их сдал 2 недели назад. Пришло по имейлу через день результаты. Сейчас я их напечатал и еду просто ей показать эти результаты. Прикидываете, вот некоторые начнут. И это еще, наверное, деньги за это платит. Конечно, еще и за прием заплачу деньги.
независимо от того, что у меня есть медицинская страховка. Я еду в центр по медицинской страховке. Но еще за каждый прием мы отдельно платим, не только помесячно. Вот, увидел парня без маски. Остальных пока не видел без маски. Так что вот почему я еду в медицинский центр. Я записан на 11 часов. Сейчас 10:24. Как раз попаду. Посещу своего терапевтика, покажу ей результаты. Она мне скажет, когда сделать какие-то еще, или не надо, или скажет, приди через полгода, потом посмотрим и тебе что-нибудь назначу. Ну вот такого стиля. Если что-то завышенное, поругает, порекомендует. Если все окей, похвалит. Вот, надо еще вес сбросить немного. Так что вот так, ребятки. Изредка надо не быть таким, как говорят, дремучим, что сидеть и лечиться там этими лопухами, блин, а съездить к врачу, проконсультироваться, посмотреть и знать, что и как, и какие рекомендации тебе рекомендуют. Значит, сегодня утром почта постучала, позвонила, спустился, принесли снова телеграмму от этого судьи, что снова типа напоминаловка, хотя в прошлой было, что на выборы президентом, снова на выборы идти, только не выбираться президентом, а президентом избирательного участка, того же самого, на котором был на предварительных выборах, только теперь на окончательных, называется выборы Elecciones Generales. Так что там на прошлый раз еще мне там кто-то критиковал, не может быть вас там, блин, на выборы, там в эту избирательную комиссию. Да, в избирательную комиссию, прикиньте, еще и президентом, еще и на прошлых президентских был в избирательной комиссии. И тоже был президентом избирательного участка. Теперь 14 ноября в общем, надо идти снова на выборы. Наше правительство дуреет от счастья, в смысле того, что оно хочет каким-то образом результаты и изменить. Так, нам бы вот это самоката не переехать. Изменить результаты, чтобы и начало выдумывать всякие плюшки. Ну, плюшек много выдумывается. Вот. Ну, что, вот еще одну женщину видел, которая там в мусорке ковыряется, тоже она без маски. Остальные пока вижу в масках ходят. Так оно что придумывает нам? Я уже как-то намекал на это, а это уже издали. Оно теперь всех, которые, ну знаете, есть, допустим, безработные, они получают пособие, да? Ну вот государство. У нас называется план социаль, типа. Вот. Так что вы думаете, они придумали, чтобы им сказать, что они открыли кучу рабочих мест, они придумали, что этих всех рабочих, вот этих безработных, вот этих, которых план социаль, назвать работниками, которые получают план социаль, то есть которые получают пособие. Но они работники. А вчера объявили, что они еще придумали монотрибут. Я сегодня такое видео выставил про монотрибута, как мы Нику открывали, то есть частная деятельность в Аргентине. Что они придумали новую категорию монотрибута социаль. То есть вот этих, которые были вчера безработными, получали, ходили, их единственная работа была брать плакаты, ходить на митинги за правительство, кричать. Теперь их всех переоформят как работников, как частных предпринимателей, но монотрибута социаль, социальных частных предпринимателей, которые 2 года не будут платить никаких налогов. А дальше там еще какие-то плюшки, поблажки, типа 50% начнут платить, что-то такое через несколько лет. То есть мы должны платить налоги, из наших налогов будут им платить пособие, это пособие будет считаться, что они как бы получают зарплату за ту работу, которую они делают как бы как монотрибутисты, как предприниматели, за которые они не платят налоги, и вся их работа будет заключаться, как и раньше, в том, чтобы брать плакаты и ходить на митинги за правительство. Таким образом, вот, допустим, из 3 миллионов безработных в один день становится 3 миллиона предпринимателей, которые ни хрена не делают и не платят никаких налогов, но они по бумажкам становятся предпринимателями. Это у нас сегодня такое придумали классное. Вот, я еще до конца там не разобрался, там еще куча всяких пунктиков, как говорят. Но смысл все равно такой. Так что, ребятки, жизнь в Аргентине это просто сказка. Страшнее и страшнее.
сегодня читал на Инстаграме, не запомнил, извините, кто там писал, как название в Инстаграме там человека, потому что там не было, по-моему, имени, фамилии, а просто, как говорят, никнейм. Значит, он писал, говорит, мы уже 100% решились эмигрировать с семьей в Аргентину, 100% решились. И тут, говорит, какое-то ваше видео нас вообще, говорит, поразило, особенно жену, что я сказал, что надо миллион раз подумать. Ну, как бы, а я так понял, они с детками собираются сюда переехать. И они теперь в замешательстве, стоит, не стоит. То есть я как бы их расстроил тем, что сказал, что надо подумать, ехать сюда или нет. Вот, и как бы я вот откровенно сказал бы, надо ехать с двумя детками, тяжело им, невыносимо тут будет или нет. И меня прямо аж задумался, думаю, блин, а вот если бы я сейчас, вот как когда-то жил в Украине и думал поехать, это я бы поехал или не поехал бы? Вот, зная, что это будет и все такое. Вот фиг знает, поехал бы, не поехал бы. Но точно знаю, что, наверное, не точно, но, наверное, все-таки поехал бы. Что-то мне больше тут нравится. Наверное, бы поехал бы. То есть, я не знаю, я никому порекомендовать не могу, но и, конечно, знаете, как говорят, надо до последнего людей сдерживать от неправильных шагов. Но если ты такой решительный, если ты все-таки знаешь и надеешься на себя и не будешь кричать, что тут тебе нету, ты балерина, тут тебе нету балета, а пойдешь делать все, что тебе будет попадаться, или свое что-то будешь мудрить, ну тогда езжай. А если, конечно, ты надеешься, что тебе будет вот социальное пособие, то есть ты станешь социальным моноатрибутистом, будешь ходить с плакатами за правительство и получать их подачки, ну тогда лучше сиди дома. Это тоже правильно. Так что тут, конечно, нельзя. Все люди разные, все разные. Кто-то родился в Аргентине и живет бомжом. Кто-то приехал из чужой страны и живет прекрасно. Кто-то в Аргентине, много тоже таких случаев, надо честно говоря, не смог здесь ни черта сделать, поехал в Америку и там открыл уже целую, как говорят, эту сеть своих каких-то, ну, в общем, бизнеса. И там хорошо процветает. А есть, которые здесь, я вот читал позавчера в Фейсбуке тоже статью, 3 пацанов выгнали с этого самого супермаркета, то есть, ну, не выгнали, уволили, потому что, ну, сокращали, все. То есть, они не смогли даже в супермаркете проработать. Но они собрались и открыли первый магазин диетических продуктов. И теперь у них уже по Буэнос-Айресу 19 магазинов диетических продуктов. То есть у них уже целая сеть вот этих магазинов, которые у них хорошо пошли. То есть как пойдет, как схватишь, какой ты человек, так и будет. Надеешься на себя, знаешь, что будешь что-то делать и будешь крутиться, вертеться. И значит, погода тебе поможет, потому что погода у нас прекрасная. И поможет тебе все остальное, потому что выкрутишься и устроишься. И я думаю, тут была куча народу. Из них большущая куча уехала. Из этой большущей кучи половина уехала по домам, и это правда. Половина уехала куда подальше, то есть в какую-нибудь Америку, Европу, еще куда-нибудь. Есть еще куча народу, которая здесь осталась, и я заявляю, что те, кто здесь остался, из них почти никто никуда не хочет больше уезжать. Вот. Каждый где-то себя что-то нашел, что-то привык, что-то как бы определил для себя, и ему тут нормально. Так что тут нельзя кому-то сказать, нет, вы езжайте, вам будет круто. Может и не будет нифига круто. Я же говорю, даже есть половина аргентинцев по официальной статистике живет ниже плинтуса. То есть безработные, пособия и все остальное. Вот сейчас они все станут работниками, которые не платят ни налогов, ни черта не зарабатывают, а просто получают пособие, но они будут считаться частными предпринимателями, социальными такими. Это круто. Это такого надо на заметку другим правительствам брать. Как сделать из кучугуры этих самых кучугуру работников за один день. И все, к следующим выборам через месяц уже можно кричать, да мы, блин, открыли только за один день 3 миллиона работников. Рабочих мест дали. Усмеяться можно, одним словом. Так что, ребятки, это вот вам в эту тему.
Потом другой человек, я уже ему там попытался ответить, говорит, ну что, чтобы получить гражданство Аргентины, надо 2 года безвылазно в Аргентине просидеть, бы я в прошлый раз в стриме показывал все эти закончики, прямо там странички, и все. А как же, если мне надо дела сделать, что же это так, как это возможно? Вопрос первый, как это возможно? Это возможно даже со счастьем. Потому что он, допустим, Света у меня не выезжала с Аргентины 26 лет. И это возможно, а не 2 года. Как просидеть в Аргентине 2 года? Во-первых, я выезжал за 26 лет только 1 раз из Аргентины. Это во-вторых. Так что это вполне возможно, вполне реально и нет никакой необходимости выезжать. Во-вторых, гражданство дается людям, которые хотят стать гражданами этой страны и жить в этой стране, а не получить в карман гражданство и бегать по всем странам одной попой на все стульчики. И там посижу, и там поделаю, и там побегаю. Ну тогда не получайте гражданство. Это во-вторых. А в-третьих, это ведь 2 года не для того, чтобы гражданство получить, а для того, чтобы вообще начать тут хотя бы какую-то постоянку получать. Для гражданства надо основания. И 2 года просидеть в Аргентине не является основанием для получения гражданства. В одном из видео я это все круто объяснил и показал конкретно не то, что мои слова, а показал страничку, где написано на правительственной страничке, что нужно для получения гражданства. Там все круто написано. И то, что некоторым не нравится, что, видите ли, аж 2 года надо отсидеть, вы еще посмотрите, за сколько вы получите в Америке или в других странах. Так ли все прямо? То есть многие люди воспринимают, что, не знаю, Аргентина раздает гражданство, это как обязанность Аргентины кому-то чего-то там раздавать. Нет, это как, вообще нифига не обязанность Аргентины вам что-то тут выдавать. Это ваша, как говорят, это, что вы можете хотя бы что-то получить, это другой вопрос. И вы должны это добиваться, а не Аргентина под вас подстраивается, нравится там 2 года сидеть безвылазно, не нравится. Люди, которые остались здесь жить и получают гражданство и живут здесь, они просто здесь живут. И никуда не ездят, ну, кроме туризма, я имею в виду, там, ну, или уже переезжают окончательно. Но тогда они гражданство тоже не получают. Так что вы уже определитесь, где вы-то жить-то хотите. Вот. Хотите жить в Аргентине, значит, живите в Аргентине. Хотите бегать туда-сюда, не обязательно тогда гражданство получать. С любым гражданством можно и в Аргентину приехать на 3 месяца попрыгать и назад уехать. Это же дело такое, сейчас же все уже открытое. Так, многих ли вы заметили людей без масок? Повторюсь, по-быстренькому, бо я уже скоро доеду. Что с сегодняшнего дня маски не являются обязательными. Замера температур при входах в локали и все такое не обязательны. При путешествии по Аргентине, возвращении в Буэнос-Айрес тесты делать не обязательно. Нету никаких ограничений на то, чтобы пользоваться общественным транспортом, ресторанами, отелями и всем остальным. То есть, в принципе, из обязательных штучек пока что осталось, как говорят, рекомендация: берегите себя и этот самый. И носить маски вот, допустим, я сейчас в поликлинику буду заходить, мне надо одеть маску. В магазин будешь заходить, надо одеть маску. То есть вот это имеется в виду. Даже в школах, на перерывках, на переменках тоже могут дети бегать без масок. Практически сегодня я статистику смотрел, и там одному подписчику высылал линк на статистику городскую. По Аргентине заболевших где-то около 1000 в день выявляет, по городу выявляет где-то 150 заболевших в день. 148 из них, 149 вылечится. На сегодняшний день, как говорят, дневная статистика, 1 умер. Остальные все вылечились по-легкому, потому не забитые никакие госпиталя, никто не пугает никакими скорыми. Все, в принципе, нормализовалось, ребятки. И это не просто там политическое решение, то все. Мы сами по себе чувствуем, что, в принципе, я не вижу там народ, который бегает, паникует. Но здесь дело в том, что все соблюдают правила, конечно, их считают, я понимаю, там, баранами, которые ходят в масках, которые там соблюдают, что им скажет правительство, а все же умные. Нет, они же умные, они же не соблюдают ничего. Вот. Ну да, только теперь умные будут сидеть закрытыми, а мы будем отпуском наслаждаться. Вот так вот. Шукаю, где поставить машину. Я уже приехал в поликлинике. Идем туда советоваться, что да как.
И как улучшить жить до 100 лет, не болея. Блин, не поставишь тут еще нигде машину. Вот в чем прикол. Везде подпираю. Поздно приехал. Надо было раньше, чтобы стоянку найти. Придется покататься еще по райончику. Что ж тут нигде не подлезешь. Ладно, оставил там за углом, оставил на мигалках специально машину. Потому что когда пройдется, чтобы типа я только вышел. Хотя меня не будет, наверное, минут 15. Бо не могу найти место, где это самое, где припарковаться. Пойдем к медику, покажем результаты наши. Заодно по дороге всех посмотрим. А то когда едем, может быстро проходит. Так, кота кто-то гладит, кот с ошейником. Наверное, с магазина. Вот. Видите? Так что вот так. Аргентинцев еще надо заставить снять маски, а не просто это самое. Вон, смотрите, стоит на остановке. Ну понятно, в автобусе надо маска. Но на улицах можно без. Но люди не снимают, люди не хотят. Это все фигово. Я некоторым вчера сказал, говорю, знаешь, что завтра уже можно снять. Ой, какой барбос спит перед входом. Можно снять типа маску. Вон она курит потому, видите, маску держит, сняла, чтобы покурить. Вот. Они говорят, фигня это все, не верим мы политикам. Как только политики скажут, что надо их снимать, мы их снимать не будем. Вот. Так что все на зло делаем. Как говорят одевать, мы их одевать не будем. Как говорят снимать, говорят, мы их снимать не будем. Смотрите. Ну, мне хотя бы никто не будет делать замечаний за то, что я же хочу видео снимать, хочу, чтобы звук был более-менее нормальный. Я хотя бы сниму. Вот. Ну что, скоро будем. Почем чеснок? Ахос. 4 por 20. 4 чеснока за 200 песо. Вот вам цены на улице. Так, ну что, мой центр вон. Где народ стоит. Надо подходить, одевать маску, выключать камеру, подходить, говорить, к какому ты врачу идешь. Они смотрят. Да, в принципе, они ничего не смотрят. Они верят тебе, что ты записался сюда. У меня вот это вот социальная страховка называется ОСЭ. Вот центр. Буду выключаться. Пошел в серединку. Я уже в лифте. По 2 человека написано заходить. Плакатики, мойте руки и все такое. Выходим. Снимать нельзя. Gracias, чао. Так, ребятки, продолжим. Главное всегда мои фильмы досматривать до конца. И ставить плюсики там. И подписываться. Знаете почему? Потому что я же не делаю постановочные фильмы. И, ну, в смысле того, что я же не знаю, что будет дальше. Как и вы не знаете, что будет дальше, так и я не знаю. У меня как у того Чукчи, что вижу, то и пою. То есть вот сейчас вышел с поликлиники и расскажу про поликлинику. И почитал там еще один вопросик от зрителей. Сейчас постараюсь его ответить. А вы пока посмотрите дорогу. Сейчас специально поедем чуток. Ну как чуток? Ну чуток поедем по-другому. Там по райончику в середине по нашему. Чтобы ну хоть как-то изменить дорогу. Сейчас до Кабильда доедем по этой авениде, а потом изменим дорогу посередине, в районе поедем. Значит, слушайте. Посещение к врачу 500 песо. Ну, 450, грубо выражаясь. Ну, я так уже сказал, 500. 450 песо за консультацию. Врачиха сказала, я тебя поздравляю. Я, говорит, вообще редко кого поздравляю с результатами ее анализов. С твоими тебя поздравляю. Так что пока ничего, следующие все анализы, но только комплето. То есть комплето это полный набор всех анализов, которые только возможно.
назначаю тебе, говорит, на начало февраля. Уже мне выписала все бумажки, которые я потом пойду в лабораторию сдам. И на начало февраля. И придешь ко мне, говорит, во второй половине февраля, типа покажешь результаты, дальше обсудим. В общем, посидели, потрындели языком, она спрашивала там, ну, кто чем там завакцинировался, не завакцинировался, тоже говорит. И так как я ж, ну, как бы, она знает, что я как бы оттуда, она говорит, слушай, это правда, говорит, что в России там столько умерших, столько заболевших, они же типа вакцину выпускают. Ну, в общем, я рассказал ей немножко эту тему. Да, она была в шоке, блин. Я, говорит, думала, что брешут, типа, ну, газеты о том, что существуют антипрививочники. Я говорю, нет, не брешут, они реально существуют. Она чуть в обморок не упала, говорит, как так можно? Ну ладно, бог с ним. Так что все, меня поздравили, сказали, все класс, следующая проверка со всеми, как говорят, своими результатами техосмотров в феврале. Это я такие техосмотры прохожу 2 раза в год. Вот, пока сидел, в очереди ждал, ну как, очереди не было, в принципе, я там подождал 5 минут, я пришел на 5 минут раньше, она меня приняла ровно, то есть вот меня было на 11, она меня приняла в 11, я зашел без 5, сидел 5 минут. Значит, что мы там еще, я почитал, и человек написал, что ему понравилось мое прошлое видео, что оно полезное, про вот налоги, про частную деятельность, про предпринимательство. Но спросил, говорит, что, наверное, нельзя, типа, фрилансерам как бы через частную деятельность заводить свои доходы из-за рубежа в Аргентину. Ну, если мы выписываем счета через налоговую инспекцию. В общем так, объясню по порядку. У нас, если ты частный предприниматель, я думаю, что и не частный тоже, ты теперь должен выписывать счета не так, как раньше. Взял бумажку, там, подложил копирку, выписал счет и отдал там, а тебе его оплатили. Нет. Теперь ты заходишь в интернет, и через интернет ты выписываешь счет со страницы налоговой инспекции. То есть ты выписываешь его вообще в сервере налоговой инспекции. И одну себе сохраняешь, печатаешь или просто сохраняешь, и одну отсылаешь тут же через WhatsApp или другой email, отсылаешь, как говорят, тому, кому ты выписал счет. Вот это у нас такая практика. Или же с телефона, то есть у нас есть приложение на телефоне специальное, именно АФИП, налоговая инспекция, где ты входишь под своими данными, и с этим приложением ты выписываешь. Вот, к примеру, ко мне принесли компьютер на ремонт. Я его внизу взял там в доме, тут же это сам поремонтировал. К примеру, прихожу вниз и отдаю человеку. Он говорит, я хочу счет за ремонт. Хорошо, тут же в телефоне, в приложении я захожу. Куда прешь? Куда прешь, баран, блин? Вот же ж нахальные бараны эти. Вообще, это я их вот... Самое херово, кто ездит в Буэнос-Айресе, это таксисты, блин. Это вот самые паршивые, как говорят, неумейки ездящие. Хотя они себя считают великими людьми, бо они ж типа целый день на улице. Но самые большие аварии от таксистов и автобусов. Никогда не уважают вообще других. Они считают, что они хозяева дороги, все. Ладно, хрен с ними. Значит, заходишь в приложение, из приложения тут же выписываешь ему счет, тут же на его WhatsApp ему посылаешь или на email, на что он скажет, и все. То есть все, ваша деятельность официально должна быть, выписываться прямо на сервере налоговой инспекции, и там уже регистрируется. Плюс туда же поступают данные с ваших банков. Некоторые большие супермаркеты наподобие Кото, на кассе, если ты превышаешь определенную сумму покупок, сразу тебя спрашивают номер документа, и это идет, что ты купил столько-то в супермаркете на такую-то сумму. То есть ваши расходы и доходы, в принципе, фиксируются налоговой инспекцией. Если у вас что-то когда-то там не сходится, вам могут заинтересоваться. То есть, как бы вы счетов не выписываете, ни черта не делаете, но почему-то в банке у вас появляется куча денежек, или там еще что-то, или вы ведете кучу растрат, покупаете машину, квартиру, кучу еды каждый день на 20 тысяч, а в налоговой вы нету счетов выписанных. Так что тут надо вам регулировать вот это дело, чтобы приблизительно все сходилось. Понятно, никто копейка к копейке не бегает, но теперь про фрилансеров, то есть про людей, которые зарабатывают по интернету в других странах. Они говорят, ну счета же мы им не можем выписать. Можете. Вот, у нас... Вот, значит, есть такая, называется фактура Е. Есть вообще, фактура это счет, номер, ну там цифра буквами А, Б, С там и разные другие. Все зависит от того, какой вы предприниматель. Вот, к примеру, вы частный предприниматель, у вас фактура С.
То есть по упрощенному моноатрибутист, по упрощенной оплате там вот этих добавочных стоимостей и все такого. Значит, если вы что-то делаете в Аргентине, вы выписываете человеку фактуру С. Если же вы делаете фрилансер или вы блогер, к примеру, как мы, значит, кроме основной деятельности, значит, вы еще регистрируете такую деятельность, которая называется продажа или услуги по интернету и радио. Там такое есть, типа что-то там телевизионный интернет, что-то такое, типа телевизор и интернет, что-то, я уже даже не помню, как она правильно называется, но такая есть вещь. И вы оформляете еще в налоговой, там есть такие, как называется, punto de venta, то есть точка продажи. И открываете две punta de venta. Одна это на фактуре, которая в Аргентине, это фактура С. И одна это интернациональные счета, это фактура Е называется. Вот, там есть свой прикол. Значит, интернациональная фактура Е. Что это обозначает? Это обозначает, что вы можете выписывать счета в другие страны, другим компаниям. Вот. Единственное, что вы должны знать, код страны не обязательно, там вам высветится, когда вы будете заполнять, выберите страну, там вам высветятся номера налоговой страны. А вам надо знать еще налоговый номер компании, это вы должны спросить у компании. Если вы в YouTube работаете, у вас в AdSense есть налоговый номер AdSense. И вы пишете, что вам там типа Google заплатил с AdSense такую-то сумму. И указываете ее или в долларах, или в песо. Это уже там свои примочки есть, как правильно указать. Ну, в общем, это отдельное видео. Но факт в том, что это вы указываете и выписываете счета на получение денег из-за рубежа. И эти деньги потом поступают на счет. И они у вас уже официально зарегистрированы, что вы получили деньги из-за рубежа. Другой вопрос. Что там есть еще один налог, называется Derecho de Exportación, право на экспорт, вот, который вы тоже должны платить. Чтобы избежать этого налога, вы как частный предприниматель отдельно прямо в налог еще регистрируетесь, и как бы вот для избежания этого налога, вы еще и регистрируетесь как PYME, Pequeña y Mediana Empresa, то есть маленькая фирма. Маленькая фирма может быть от одного человека и там не знаю сколько, до 15, что-то такое. То есть вы еще, вот мы зарегистрированы так, мы и частное предпринимательство у нас, но мы еще, наше частное предпринимательство, мы еще являемся, Света отдельно, я отдельно, малыми предприятиями. То есть мы еще малое предприятие. Так вот, для малого предприятия нету налога на вот этот экспортаción de servicios, то есть на экспорт своего сервиса, не продажа, а именно сервис. То есть если вы там что-то программы кому-то делали какие-то, да, вы же делали ему сервис информационный, рекламировали вы кого-то, не знаю, этикетки вы для его видео им делали, и сами видео вы делаете, это сервис. Значит, вы предоставляете компании Google сервис, и вы выписываете счета. Это не обязательно, что компания Google может даже не знать о том, что вы выписываете счета. Вы их никуда не должны посылать, ничего. Но налоговой форма выписки счетов иностранным компаниям существует. И вы их должны выписывать. И с этих сумм вы должны платить налоги ваши. То есть вы такую деятельность регистрируете, вы открываете punto de venta на счета. Е называется фактура с Е, буква Е. И выписываете эти счета. И именно указываете, из какой страны деньги, сколько этих денег, какая форма через банк они пришли, или Western Union, или еще чем-то они пришли. Другой вопрос, хотите ли вы это делать или нет, будете вы это делать или нет, это уже ваше. Я вам рассказываю о том, как надо делать. А то, как вы будете делать, знаете, как говорят, нормальные герои всегда идут в обход. Про кого там песенка такая была? Вот так тут в этом вопросе и есть, что нормальные герои потом сами выдумают, как им поступать. То ли маски носить, то ли в локдаунах сидеть. Вот. Так что я же говорю, не пугайте наших врачей своими примочками, а то наши врачи в обморок попадают. А я еще сказал, что существуют некоторые врачи, которые просто рекомендуют не прививаться. Так она вообще чуть со стула не свалилась. Вот. Говорит, я думала, это брехня, я думала, это типа приколы газетные, что существуют антипрививочники через 2 года после типа уже всего-всего. И еще существуют врачи, которые тоже не рекомендуют.
В этом и есть разница аргентинской медицины и другого мира, с той стороны земли медицины. Ладненько, ребятки, смотрите. Я постарался вам насколько так по-шустренькому рассказать, но если там уж совсем конкретно зацеплять за эту тему, то это надо мне подключать компьютер, заходить на страницы налоговой 5-10, конкретно тыкать кнопочкой, показывать. Но это же дело в том, что интересует уже только конкретно только тех людей, которые как бы уже здесь живут. Но те, которые здесь живут, или уже себе все пооформляли, или попросили каких-то бухгалтеров, которые им помогли пооформлять. А я рассказываю общие понятия для тех, которые сюда собираются и думают, а я вот буду заниматься вот этим. А как мне потом деньги завести? Это возможно или нет? Ну, допустим, я буду фрилансером, я буду работать, не знаю, там, жить в Аргентине, работать на Америку, там, выписывать им это. Ну, в смысле, получать от них деньги. Но чтобы они были легально заведены в Аргентину, это возможно? Или я буду скрываться от налогов? Нет, это возможно и даже нужно. И по-нормальному вы даже должны это делать. Вот. Так что я постараюсь объяснить тем людям, которые... А уж конкретно, когда приедете и устроитесь, и откроете все эти налоговые свои дела, тогда уже наймете какого-нибудь бухгалтера, который вам это быстренько оформит. Но главное, что вы знаете основные направления, куда искать. То есть, если вы фрилансер, вы должны открывать и выписывать фактуры Е, буквой Е. Это, и если вы не оформитесь еще малым предприятием, то вы должны будете платить Derecho de Exportación de Servicios, это так называется. Так что рекомендую вам еще стать частным предприятием, кроме всего. Даже если вы один. Вот я являюсь малым предприятием, частным малым предприятием. Я один. Хотя, в принципе, как бы можно, ну, человек, по-моему, там до 15 тут накидать. Ну, мне и самому хорошо, я люблю сам. Так. Смотрим наш райончик изнутри. Потому что все спрашивали, какой красивый район, где это, что это, какой район? Район Бельграно. Едем 2 квартала или 3, все тут чуть-чуть по диагональке идет. От этого самого, от Кабильдо. То я всегда по Кабильдо езжу, а это, как говорят, по этому самому. Внутри райончика. Смотрите. Рассматривайте, наслаждайтесь, выбирайте себе здесь квартирку, то все. То есть, оказывается, еще народ, который, в принципе, серьезно задумается переехать, жить и стать, как говорят у нас, паисано. Паисано это типа это человек своего... Паис это, ну, как бы этот... страна, да? И как же назвать паисано? Как же будет в переводе? Типа, как бы это... Гражданин твоей страны, друг твоей страны, твой одностранец. Вот, как бы так получается. С одной стороны... Получается, я забыл, как это слово. Получается, одностранец по Исану. Вот. Так, тут собака разгуливает, выгуливает. Тепленько стало, ребятки, тепленько. И это тепленько еще ничего по сравнению с тем, что тепленько передают в конце недели. Я постараюсь вам побольше видео. Если вы будете побольше писать комментарии, я вам буду почаще видео снимать. Таким образом, у нас будет такой балаганчик, знаете, где каждый будет отстаивать свое. Главное, там никаких оскорблений, а все остальное, да, пожалуйста. Всякие мнения должны существовать. Так что пишите комментарии, не стесняйтесь, ручки не постираете. Вот. И устроим такое. А я буду почаще вам на ваши комментарии отвечать, и будет такой балаган. Я согласен, я не согласен, я туда, я сюда. Так вот. На конец недели обещают 33 градуса, на понедельник, вторник, на сегодня обещали на после обеда дождь. Не знаю, будет он, не будет. На послезавтра солнце. Послезавтра обещали грозу. А потом обещали. Вот, картонку, которую собирают, все 3 без маски, видите, так. И вон там еще один без маски идет. Так что все-таки потихоньку начинает доходить. Может и снимут маски аргентинцы. Так, это мы поставим, наверное, в самое начало, чтобы все досмотрели. А может и нет. А может и нет, так там перекрыли. Объедем. Хотел вам показать тут, но придется поехать по другой дороге. Там перекрыто.
Вот основная масса машин, видите, ставится на улице. Да потому что гаражи, как квартиры стоят. Да и не хватает их. Да и народ думает, платить страховку дорогую, потом еще гараж дорогой. Да, потом еще бензин дорогой за 100 литров. Сколько ж, это самое, расходов-то надо. Куча. Так, где мне в ту сторону прорваться? Вот здесь. Это, по-моему, Аркос будет. Да, это Аркос. Название на доме улицы. Улица Аркос. Куча тачек, которые картонку собирают. Это все теперь станут этими предпринимателями. То есть частный бизнес, самозанятые. То есть их наше правительство за несколько дней переведет всех работников официально зарегистрированных. Этот стал работник. Так что у нас скоро безработных просто не станет. Потому что, а кто у нас останется безработным? Все безработные, которые получали эти самые пособия по безработице, назовут это зарплатой, и это социальные монотрибуты, и это официальный работник. Так что я не удивлюсь, если скоро газеты напишут, что в один прекрасный день в Аргентине пропали все безработные. Все стали занятые. Вот то, что я рассказывал, видите, справа, что у нас теперь рестораны позанимали проезжую часть. А вообще у нас, честно говоря, круто. Если честно говоря, вот и правда так думаю, а вот уехал бы я куда-нибудь с Аргентины или нет. И так, если в глубинке где-то порыться, то я бы сказал, что никуда бы я нафиг не поехал отсюда. Так что на такой веселой ноте мы будем заканчивать. Во мне еще наверняка сейчас придется минут 20-30 наяривать по району, искать, где приткнуть машину. Потому что завтра снова с утра ехать. Вот тут такое можно нормально приткнуть машину, когда выходной, суббота-воскресенье. И еще почему так? Я уже когда-то в дальних видео объяснял, но не все же помнят старые видео, да и не все их смотрели. Часто же все меняется. Это еще потому так, что тут же линия метро идет, вот. А микроцентр официально закрыт. И вот смотрите, справа ресторан занял, видите, проезжую часть. Она проезжая, но машинам разрешено стоять, а теперь уже и рестораном. А слева, вон на перекрестке, уже вторую улицу занимает. То есть левее улица перпендикулярная они уже заняли, теперь строятся на этой. Вон перекресток переедем и увидите. Так вот, микроцентр заезжать, там офисы, запрещено, я имею в виду машинам, кроме спецразрешений. Вот, понимаете, ресторан строится. А значит, надо где-то их кинуть, где можно. В наших районах можно. То есть они приезжают с провинции или с пригорода, кто откуда, на работу утром. Ищут раненького здесь места, кидают, где только можно кинуть. И начинают, бегут на метро, будет последняя станция метро, садятся на метро и едут в микроцентр. 40 минут, 30 минут, и они в микроцентре. Там они спокойно работают, ни за что не платят за стоянку. Приезжают на метро сюда, берут свою машину и сваливают по своим домам. То есть это такая выгодная штучка, где оставить машину халявно. Соответственно, если влезу, не влезу, нет, не влезу. Какая у меня машина длинная. Вот. Вот и начинается вот. Так, кто-то отъезжает. Если там он вообще стоял правильно, то можно попробовать сюда стать. Так, сейчас оказывается, что он только становится. Он становится, не отъезжает. Как мне не свезло. Вот что значит не везет и как с этим бороться? Вот как с этим бороться? Да никак ты с этим не поборешься. Видите? Наша песня хороша, начинай сначала. Поехали кружить по району. Я уже был там, возрадовался, воспел хвалу, Богу де транзита. Вот. Ладно. Главное, чтобы сегодня что было так. Тут нельзя, тут перерыли, тут перекопали. Тут ресторан занял все. Так, сегодня хоть какой-то день. Среда, что ли? Поедем вокруг парка кататься, искать там места.
Вот так и проходят дни, вот так и проходит, вот так бензин в Буэнос-Айресе и улетучивается, да? То есть вы понимаете, о чем я говорю. Бывают некоторые места, не хочешь ехать именно потому, что говоришь, да ну блин, мне потом еще полдня надо там искать, где стать, мне легче туда пешком сходить, чем по Буэнос-Айресу куда-то поехать и где-то потом стать. Теперь надо сделать кружок, свалить и покататься вокруг парка. Может там где-то что-то зазевался кто-то. Тут выезд с гаража, тут ресторан занял, нельзя уже стоять. Правую сторону. Ну, дальше это уже для любителей действительно Буэнос-Айреса и искания стоянки в нем. Так что, кто хочет, может уже выключаться. Но пока я найду, у вас и мозги закипят. А мне вот это приходится делать, бывает и по 2 раза в день такое. Я машиной пользуюсь постоянно, так что нет такого, что поставил и когда-то там взял в отпуске или там еще когда-то. Нет, тут круглый год, целыми днями и ночами, все, когда тебе куда надо то в магазин за покупками, то к доктору, то еще куда-то, то еще куда-то. Ну, в общем, куда бы ни было, а туда мотнуться. Потому предпочитаю по району поближе ходить вообще пешком. Удобней. Так. Поехали здесь поищем. В этих колотайках. Что за день? Среда. В среду тут должен быть рынок, но его вроде бы нету, этого рынка. Точно сегодня среда. Чтобы не стать, один раз уже стало неправильно. Пришли, кричали. Ну, правда, штраф не выписали, хотя орали, что выпишут, но не выписали. Знаю почему. Так, смотрим. Там все занято в этих краях. Смотрим и этот край. Там гаражи, тут стал на 2 места. Если бы он поехал хотя бы вперед или назад, то поместились бы, а так не поместимся. Тут уже кто-то паркуется, тут гараж, наша песня хороша. Приезжает, нет, заезжает, опять облом. Ладненько. Следующий круг 3 квартала. Валим. Совсем далеко не хочется ставить, чтобы потом еще ходить тянуть черт знает куда, так что следующий круг наворачиваем по Монроя и попробуем заехать аж с этого самого, с Кабильда в нашу улицу. Да давай же со своим ящиком сваливать сюда. Это мы заезжали отсюда, с этой улицы. Тут мы уже все посмотрели, тут ни черта нет. Там я не помещусь. Я уже посмотрел, там еще одно местечко, но там я не умещаюсь. Значит, объезжаем. Несколько квартал. Бинго! Я выиграл бинго! Смотрите, я выиграл бинго! После 15 кругов по нашему району я нашел наконец-то место, где можно оставить машину под деревцом.